Сделка между Ираном и США готова. И ее могут подписать в воскресенье в Женеве. Открытие Ормузского пролива, снятие части санкций с Ирана и отдельные переговоры о ядерной программе СМИ опубликовали ключевые детали соглашения. Польша, первая среди стран восточного фланга НАТО, получила американские истребители F-35. Уходить не собирается. Кир Стармер прокомментировал последние скандалы в британском правительстве. В Москве впервые за более чем 20 лет не будет праздничного концерта на День России. Сумма, которую даже сложно представить. Илон Маск первым в истории стал долларовым триллионером. Необычные оракулы слон и орангутан предсказали Германии победу на чемпионате мира по футболу. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп заявил, что США добились своей главной цели в конфликте с Ираном. Во время телефонного выступления перед сторонниками в Джорджии американский президент сообщил, что война завершена, и назвал это большим успехом Вашингтона. Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможном заключении соглашения между США и Ираном уже в ближайшие дни. Не знаю, слышали ли вы уже, но сегодня мы закончили войну с Ираном, и они согласились никогда не иметь ядерного оружия. Это было тем, на чем мы настаивали. В этом и заключалась вся цель. Это составляло 95% всего вопроса, и они сделали это самым мощным способом, каким только можно было это сделать. CNN подсчитал, что с начала войны Дональд Трамп уже 39 раз заявлял о близости соглашения с Ираном. Телеканал выпустил подборку его выступлений, в которых президент США уверял, что сделка может быть достигнута очень скоро. При этом окончательное соглашение между Вашингтоном и Тегераном до сих пор не подписано. Иранский религиозный проповедник Ахмад Хатами заявил во время пятничной молитвы в Тегеране, что США и Израиль понимают язык силы, а не переговоров. Во время проповеди он предупредил американское и израильское руководство о жестком ответе в случае эскалации и заявил, что противники якобы не воспринимают дипломатические форматы. Мы говорим Трампу, мы говорим Нетаньяху. За малейшую ошибку вы получите жесткую пощечину. Этот враг не понимает язык переговоров. Он не понимает язык перемирия. Он понимает язык силы. И слава богу, наши вооруженные силы уже показали ему язык силы и продолжат это делать. Стали известны ключевые детали возможного соглашения между США и Ираном. Дональд Трамп заявил, что сделка находится на финальной стадии и может быть подписана в ближайшее время. По данным Axios, речь идет о меморандуме о взаимопонимании. Он предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива для судоходства без дополнительных сборов и восстановление довоенных объемов перевозок в течение 30 дней. В ответ США рассматривают поэтапное смягчение санкций в зависимости от выполнения условий соглашения. Отдельный блок касается ядерной программы Ирана. Тегеран подтверждает обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Однако вопросы обогащенного урана и его дальнейшей судьбы выносятся на следующий этап переговоров. Контроль за выполнением соглашения должен осуществляться под наблюдением международных инспекторов. Новые детали проекта 14-пунктного меморандума между Ираном и США также опубликовало агентство Мехр со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе. Согласно утечке, документ предполагает немедленное прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан, а также обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет страны. Отдельные пункты касаются региональной деэскалации. Вашингтон должен вывести силы из района вокруг Ирана. В экономической части проекта говорится о частичной приостановке санкций против экспорта нефти и нефтехимии, а также доступе Ирана к связанным финансовым средствам. США и союзники, согласно документу, должны представить план восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Кроме того, речь идет о разблокировке 24 миллиардов долларов иранских активов, половина которых должна быть доступна уже до начала финальных переговоров. Окончательное соглашение планируется утвердить через резолюцию Совета Безопасности ООН. По данным источников Axios, текст уже согласован на уровне переговорщиков, но политического одобрения пока нет. В Иране заявляют, что окончательное решение еще не принято, однако Дональд Трамп ожидает возможную церемонию подписания уже в ближайшие дни. Переговоры проходили при посредничестве Катара и Пакистана. Документ рассматривается как рамочное соглашение, которое должно закрепить деэскалацию и запустить следующий этап переговорного процесса по ядерной программе Ирана. Тем временем Reuters со ссылкой на западный источник сообщает, что договор между США и Ираном о прекращении боевых действий в Персидском заливе может быть подписан уже в ближайшее воскресенье. При этом основным местом для церемонии называют Женеву.
Дональд Трамп заявил, что опубликованные в СМИ и слитые условия возможного соглашения с Ираном не соответствуют договоренностям, зафиксированным в письменном виде. В посте в соцсети Truth Social он назвал эти сообщения неправдивыми и обвинил Тегеран в недобросовестности на фоне продолжающихся переговоров о возможном соглашении и прекращении ударов в регионе. Условия, которые Иран слил фейковым новостям, не имеют ничего общего с теми условиями, которые были согласованы в письменной форме. То, что они заявили, включая их слабое и жалкое заявление о якобы заключенной сделке, не имеет никакого отношения к правде. С ними крайне недобросовестно иметь дело. С ними не существует такого понятия, как добросовестные переговоры. Поразительно. Кроме того, их полностью отраженная атака беспилотниками прошлой ночью на индийские суда, выходившие из Ормузского пролива, это абсолютно недопустимо. Им лучше взяться за ум и очень быстро. Президент Дональд Джон Трамп. Иран попытался атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Американские военные сбили 2 иранских ударных беспилотника, которые направлялись к гражданским кораблям, сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США. По его словам, движение судов через пролив продолжается. Информации о повреждениях или пострадавших не поступало. Об инциденте сообщила корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на американского чиновника. Случай произошел спустя несколько часов после заявления Дональда Трампа о том, что Вашингтон близок к заключению соглашения с Тегераном о прекращении войны. Спутники зафиксировали дым над танкером «Джалвейр» в Оманском заливе после удара США. Как подтвердило Центральное командование США, американский истребитель выпустил по судну 2 ракеты, поразив машинное отделение. По данным индийских властей, все 20 членов экипажа остались живы. Сейчас их эвакуируют при содействии военно-морских сил Омана. Это уже 3-й танкер с индийским экипажем, который попал под удары американских сил за последнюю неделю. В Нью-Дели призвали немедленно прекратить атаки на гражданские суда. Жители Тель-Авива в пятницу выразили одновременно надежду и скепсис на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что соглашение с Ираном может быть подписано уже в ближайшие дни. Мы примем решение, которое будет во благо нашей страны и нашего народа, особенно на севере. Потому что сейчас мы живем в довольно спокойное время в центре Израиля, но наши братья и люди там страдают. Они не могут наслаждаться жизнью так, как мы. Поэтому я очень надеюсь, что правительство Израиля сделает все возможное, чтобы они жили в мире долгое время. Не 2 недели, не месяц, не год, а долго. Я не уверен, что для Израиля это так уж хорошо, все эти формулировки и детали. Но дело в том, что у Трампа ограниченное время его президентства. А после того, как он уйдет, мы не знаем, кто придет дальше. Поэтому, на мой взгляд, соглашение должно быть другим. Я надеюсь на большой мир. В конечном итоге я надеюсь, что смогу посетить Тегеран, путешествовать по Тегерану и увидеть счастливых иранцев, а также увидеть, что они любят Израиль и хотят связей. На это я надеюсь. Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джея Клейтона на пост директора национальной разведки США. Это уже 3-й кандидат, предложенный на эту должность. В заявлении в Truth Social Трамп назвал Клейтона очень уважаемым юристом и призвал Сенат как можно скорее утвердить его кандидатуру. Я рад объявить о выдвижении весьма уважаемого Джея Клейтона, бывшего председателя комиссии по ценным бумагам и биржам, бывшего руководителя юридической фирмы Салливан и Кромвелл, одной из самых известных и успешных юридических фирм в мире, а также нынешнего федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка, на должность следующего директора национальной разведки и, что важно, на работу в моем кабинете министров. Мало кто в юридическом сообществе пользуется таким уровнем уважения, как Джей. Я призываю Сенат Соединенных Штатов как можно скорее утвердить Джея. Спасибо за внимание к этому вопросу. Джей Клейтон не имеет опыта работы в разведывательных структурах. Его профессиональная карьера связана с финансовым регулированием и прокуратурой. В частности, будучи окружным прокурором, он выносил обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после его ареста в январе. Назначение должно пройти процедуру утверждения в Сенате США. США планируют сократить авиацию и военно-морские силы, выделяемые для операций НАТО в Европе, сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников. По данным издания, число истребителей F-16 и F-15E сократится примерно со 150 до 100 морских разведывательных самолетов с 26 до 15. Также планируется вывести все 8 самолетов-заправщиков и перераспределить часть кораблей, включая авианосец и подлодку. Документ был направлен союзникам в начале июня. В Пентагоне заявили о планах перераспределения сил в сторону Индо-Тихоокеанского региона, не раскрывая деталей. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил,
что Соединенные Штаты остаются привержены Североатлантическому альянсу и продолжают участвовать в обеспечении коллективной безопасности. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Ответ – да. Соединенные Штаты остаются полностью привержены НАТО. Мы видим эту приверженность каждый день по всему Альянсу. Американские войска находятся в Европе. США играют ведущую роль внутри Альянса и вносят вклад в нашу коллективную оборону. Глава норвежского правительства отметил, что его страна укрепляет оборонное сотрудничество не только с США, но и с другими союзниками по НАТО, включая Великобританию, Германию и Францию. США – самый важный союзник Норвегии. Это связано с особыми условиями на Крайнем Севере, где мы живем по соседству с Россией. Но мы также углубили сотрудничество благодаря современному оборонному соглашению с Великобританией, у которой будем закупать современные фрегаты. Мы расширяем сотрудничество с Германией, у которой будем покупать современные подводные лодки. На прошлой неделе я также подписал с Францией соглашение в сфере обороны, и мы работаем с Польшей, Нидерландами и Канадой над заключением аналогичных соглашений. В Болгарии прошли многонациональные тактические учения с боевой стрельбой Strikeback-26. Маневры состоялись на полигоне Корен. Участие в них приняли более 1500 военнослужащих из 6 стран. Учения проходили под руководством 2-й механизированной бригады болгарской армии. Вместе с болгарскими военными в тренировках участвовали подразделения США, Италии, Турции и Румынии. Всего было задействовано около 420 единиц боевой и вспомогательной техники. В ходе учений бронетехника отрабатывала боевое применение вооружения, а военнослужащие выполняли задачи с использованием беспилотных летательных аппаратов и новых беспилотных систем. Учения стали частью подготовки и взаимодействия союзников по вопросам совместимости вооруженных сил и отработки действий в условиях современных боевых операций. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не утратил политический авторитет и намерен бороться за сохранение должности. В интервью он подчеркнул, что страна сталкивается с крайне нестабильной международной ситуацией на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке, а оборона и безопасность остаются его главным приоритетом, ради которого уже перераспределяются бюджетные средства. Очевидно, мы живем в крайне нестабильном мире. Сейчас конфликт в Украине идет уже 5-й год, и есть конфликт на Ближнем Востоке, в частности с Ираном. Это столь же опасный и нестабильный мир, какой мы только видели, и мы абсолютно обязаны этому соответствовать. Это требует от меня, как от премьер-министра, принимать жесткие решения. Жесткие решения. Я уже принял 2 таких решения, потому что оборона и безопасность — мой главный приоритет. Я перераспределил ресурсы из других ведомств в пользу обороны вне рамок бюджетного пересмотра. Поэтому, когда речь идет об обороне, это мой главный приоритет. Я принял трудные решения, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, потому что это мой главный приоритет. План оборонных инвестиций будет опубликован до саммита НАТО. Как я и говорил ранее, сегодня утром я обсуждал это с новым министром обороны и начальником штаба обороны. Позвольте прочитать вам цитату. Это ваши слова от декабря 2021 года о тогдашнем премьер-министре Борисе Джонсоне. Премьер-министр утратил авторитет для руководства. Он настолько слаб, его партия настолько расколота, что он не может обеспечить руководство, которое нам нужно в этот критический момент. Он больше не способен выполнять базовые функции правительства. И я утверждаю, что это точное описание вашей нынешней ситуации. Я считаю, что это неверно. Позвольте объяснить, почему. За 2 года нашего пребывания у власти на нас действовали мощные внешние факторы. Международная нестабильность и ее влияние на экономику. Несмотря на это, мы добились 2 значительных увеличений расходов на оборону, и мы это уже обсудили. Во-вторых, мы стабилизировали экономику. И я хотел бы мягко заметить следующее. Кто бы ни был премьер-министром, он столкнется с теми же внешними условиями, с которыми сталкиваюсь я. Ничего из этого не изменится. И по каждому предлагаемому решению вопрос должен быть таким. Когда ты находишься у власти, а это всегда про компромиссы, от чего именно ты готов отказаться? Да, смотрите, я не собираюсь уходить. Я не считаю, что страну следует погружать в хаос из-за выборов руководства. Но если это произойдет и вы будете участвовать, разве вы не станете частью этого хаоса? Я не считаю, что это должно произойти. Но если это все же случится, я буду бороться. Но хочу быть с вами предельно ясным. Это не про личное тщеславие и не про упрямство. Это глубокое чувство долга. Я был избран служить этой стране, несмотря на сложные обстоятельства. Вы поведете лейбористскую партию на следующие всеобщие выборы? Я хочу это сделать. Я понимаю, что мне нужно изменить ситуацию. У нас были очень неудачные выборы. Это ведь не совсем да. Вы признаете, что находитесь в сложной ситуации? Я всегда говорил, что именно этого и хочу. Но я понимаю, что при текущих обстоятельствах мне нужно переломить ситуацию. И я намерен это сделать.
Правительственный кризис в Великобритании продолжается на фоне серии отставок в кабинете Кира Стармера. За последние недели свои посты покинули уже несколько высокопоставленных чиновников, включая бывшего министра обороны Джона Хилли и его заместителя. Отставки сопровождаются публичной критикой правительства и предупреждениями о том, что страна не успевает адаптироваться к современным угрозам, а оппозиция усиливает давление на премьера, говоря о нарастающей нестабильности в кабинете министров. Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на отставку британского коллеги Джона Хилли, назвав ее логичным шагом и выразив уважение его решению на фоне споров о финансировании армии. Об этом он заявил на авиационной выставке в Берлине. Вчера я был в Нидерландах вместе с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером, и именно там узнал эту срочную новость. Сначала я не знал всех обстоятельств, затем я прочитал его письмо и поздно вечером направил ему личное сообщение, выразив свое высокое уважение и признательность за принятое решение. Он столкнулся с особой задачей, особенно учитывая бюджетную ситуацию в Великобритании и одновременно существующие потребности в сфере обороны. Он сделал свои выводы после заявлений премьер-министра и министра финансов. Я вполне могу это понять, поскольку в конечном итоге ответственность лежит на нем. Если он считает, что выделенных ему средств недостаточно для реализации амбициозных планов, то, на мой взгляд, такой шаг является логичным. В Великобритании Хилли покинул пост после конфликта с правительством из-за оборонного бюджета. Его сменил министр по вопросам безопасности Дэн Джарвис. Решение принято на фоне давления по увеличению военных расходов и внутренних разногласий в кабинете министров британского премьера. Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды выдающимся россиянам по случаю Дня России. На церемонии отмечались достижения в науке, технологиях, культуре и правозащитной деятельности, после чего участники церемонии исполнили государственный гимн. День России отмечается 12 июня и связан с принятием декларации о государственном суверенитете страны в 1990 году. При этом в Москве в этом году впервые с 2003 года не состоится праздничный концерт на Красной площади. Изначально его анонсировали, однако затем перенесли в культурный центр Моссовет. Причины переноса официально не называются. В последнее время в Москве усиливались меры безопасности на фоне угроз атак беспилотников. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России и заявил о полной поддержке внутренней и внешней политики Москвы. Об этом сообщило северокорейское государственное телевидение. В послании Ким Чен Ын отметил, что отношения между Пхеньяном и Москвой укрепляются и заверил, что Северная Корея всегда будет рядом с Россией. Уважаемый товарищ Владимир Путин, отношения между Корейской Народно-Демократической Республикой и Россией сегодня еще больше укрепляются как искренние и преданные отношения товарищеского доверия и союзничества, открывая новую страницу истории. Это гордый результат, которого КНДР и Россия достигли, оставаясь верными обязательствам по договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и идеалам справедливости. Это также доказывает правильность нашего выбора. В День России представители двух стран возложили цветы к мемориалам советским солдатам в Пхеньяне. Сотрудничество Москвы и Пхеньяна заметно усилилось после подписания стратегического договора в 2024 году, который предусматривает расширение военного, экономического и политического сотрудничества между странами. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о поражении нефтеперерабатывающих предприятий в Нижнекамске и промышленного объекта в Самарской области в ходе ночной атаки 12 июня. По данным украинских военных, под удар попали НПЗ «Танеко» и «Таиф-НК» в Нижнекамске. В заявлении утверждается, что на территории обоих предприятий зафиксированы попадания и возникли пожары. «Танеко» называют одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов в России с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год. «Таиф-НК» — крупный НПЗ с высокой глубиной переработки, выпускающий широкий спектр топлива и нефтехимической продукции. Также ВСУ заявляют об ударе по предприятию «Тольятти-Каучук» в Самарской области, которое специализируется на производстве синтетических каучуков и химических компонентов для промышленности. По данным украинской стороны, на объекте также зафиксированы возгорания. Российские региональные власти подтверждали факт атак беспилотников в ряде районов и сообщали о пострадавших в Нижнекамске после попадания дронов в жилой дом. В Татарстане из-за атаки дронов были отменены массовые мероприятия в честь Дня России. Добыча нефти в России в мае снизилась до минимального уровня за год на фоне атак Украины на нефтяную инфраструктуру, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ОПЕК. В среднем производство составило более 9 миллионов баррелей нефти в сутки, что на 690 тысяч баррелей ниже квоты ОПЕК+. В отчете ОПЕК говорится, что в мае Украина значительно усилила удары по российской нефтяной инфраструктуре, нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и экспортным терминалам.
За месяц зафиксировано не менее 31 атаки. Снижение добычи связано с перебоями в работе переработки и повреждениями инфраструктуры. Аналитики отмечают падение загрузки НПЗ до минимальных уровней за 2 десятилетия в начале июня. На этом фоне Россия увеличила экспорт сырой нефти. Морские поставки выросли до более 3,5 миллионов баррелей в сутки против 3 миллионов месяцем ранее. Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Йоль получил еще 30 лет тюрьмы по делу об отправке военных беспилотников в Северную Корею. Такое решение вынес Центральный окружной суд Сеула. По версии прокуратуры, в октябре 2024 года Юн Сок Йоль приказал направить дроны в воздушное пространство КНДР, чтобы спровоцировать кризис и создать повод для введения военного положения в стране. Суд признал его виновным в злоупотреблении властью и помощи противнику. Сам экс-президент вину отрицает. Это уже второй крупный приговор бывшему главе государства. В феврале этого года он был приговорен к пожизненному заключению по делу о попытке ввести военное положение в декабре 2024 года, которая привела к его отстранению от власти и политическому кризису в стране. Всего после этих событий против Юн Сок Йоля были возбуждены 8 уголовных дел. Большинство из них связаны с попыткой введения военного положения и превышением президентских полномочий. Илон Маск официально стал первым в истории долларовым триллионером. Это произошло после того, как компания SpaceX впервые разместила свои акции на бирже и начала их продавать инвесторам. Такая процедура называется IPO – первичное размещение акций, когда компания выходит на рынок и привлекает деньги за счет продажи долей. По данным Reuters, SpaceX привлекла рекордные 75 миллиардов долларов. После этого стоимость доли Илона Маска в компании выросла примерно до 866 миллиардов долларов. С учетом его долей в Tesla, соцсети X и других проектах, общее состояние Маска по оценкам превысило 1,1 триллиона долларов. Последний день первого зарубежного турне Папы Римского Льва XIV прошел на Тенерифе, где он встретился с мигрантами и подвел итоги поездки по Испании. В ходе визита понтифик посетил несколько городов страны, включая Мадрид и другие регионы Испании, где проводил встречи с верующими и представителями местных общин. Основной темой поездки стали вопросы миграции и гуманного отношения к людям, покидающим свои страны. Выступая на Тенерифе, Лев XIV заявил, что все мы мигранты, подчеркнув, что каждый человек находится в общем жизненном пути и заслуживает уважения и достоинства. Он также на испанском поблагодарил жителей острова за теплый прием и поддержку мигрантов. Спасибо за то, что вы принимаете всех мигрантов. Мы все хотим, чтобы нас признавали за человеческое достоинство, которое Бог дал нам при создании. Мы все братья и сестры. Среди нас есть перуанцы, колумбийцы, венесуэльцы, а также жители Тенерифе. В Германии необычные оракулы уже предсказали исход стартового матча сборной на чемпионате мира против сборной Кюрасао по футболу. В зоопарке Кёльна азиатский слон-тарак выбрал мяч в цветах Германии и раздавил его, что его смотрители интерпретировали как уверенную победу хозяев с размахом. В зоопарке Дортмунда орангутан Вальтер также сделал выбор в пользу Германии, схватив соответствующую коробку и унеся ее в укрытие. Однако его поведение оказалось менее однозначным. Матч Германия-Кюрасао по футболу состоится в воскресенье, и теперь к спортивному прогнозу добавились и животные предсказания.